Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 сентября, пятница. И анализируя последние события, не могу не прийти к выводу, что мы с вами, дорогие друзья, в целом идем в ногу со временем. В предыдущем видео мы с вами обсудили вопрос о том, что России удается обходить санкции в связи с тем, что много помощников у нее есть в этом деле, которые создают специальные сети нелегальные по поставкам запрещенных компонентов в Россию. И сегодня Соединенные Штаты, Госдепартамент совместно с Министерством иностранных дел опубликовали пакет, который называют беспрецедентным по масштабам санкций в отношении нескольких государств. И там, по-моему, около 150 физических и юридических лиц, которые помогали последние месяцы Москве обходить вот эти самые санкции, вызванные агрессией против Украины. Среди стран, в отношении которых объявлены санкции, Россия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и даже Финляндия, то есть две страны НАТО в этом списке. По-моему, не полный. Кстати, в последнее время в статьях в западных изданий, в частности, если я не ошибаюсь, в последний раз я видел этот материал Financial Times британской, среди стран, которые злостно помогают России обходить санкции, помимо Турции, упоминалась и Армения. На этот раз, в этом пакете санкций, насколько я пока полной информации еще не видел, но насколько удалось посмотреть, Армении пока среди этих стран злостных помощников России по обходу санкций нет. Ну и слава богу, есть возможность исправиться до того, как будут объявлены санкции в следующий раз. Самый, конечно, больной вопрос здесь и самый острый, которому уделяется больше всего внимания в связи с этим пакетом новых санкций, это Турция. Ну, вы понимаете, страна, которая не просто член НАТО, но которая играет активную роль за эти прошедшие 18 месяцев российской агрессии против Украины. Ну и как мы с вами неоднократно обсуждали, эта роль, не совсем, мягко скажем, не совсем красивая. То есть в финансовом плане, складывается впечатление, что Анкара там, где есть запах денег, где шуршат купюры. Невзирая на то, насколько это красиво или некрасиво, или порядочно, скажем так, порядочно, в связи с той позицией, вообще официальной, которую занимает страна на международной арене, и в связи с ее блоковым статусом. Сегодня санкции, которые были объявлены против одной, по крайней мере, одной компании, всего там 5 компаний и одно физическое лицо турецкое, которые попали под эти санкции. Так вот, одна компания попала в этот черный список за поставки комплектующих к дронам и за перевозку дронов. То есть, с одной стороны, продаются дроны Украине, с другой стороны, комплектующие для производства дронов и перевозятся, судя по тексту, дроны для Российской Федерации. То есть, деньги не пахнут. Цинично, беспардонно обеим сторонам продаются вооружение. Как раз та ситуация, когда деньги не пахнут. Соединенные Штаты посылали несколько раз заместитель министра финансов Соединенных Штатов с делегацией прибывал в Анкару для того, чтобы обговорить этот вопрос, для того, чтобы предостеречь, попросить больше этого не делать. Но как-то до турецкого руководства это не доходило. Поэтому США вынуждены были объявить эти санкции. Сразу же возникает вопрос у большинства слушателей, зрителей и тех, которые читают соответствующие материалы по этому вопросу, а как это отразится на отношениях западного мира, союзника Украины. И Украина не станет ли Эрдоган в позу обиженного человека и совсем не перейдет ли он черту совсем на сторону Кремля. А американские представители официально считают, что этого не произойдет. Насколько у них серьезное основание так рассчитывать, я не знаю.
По поводу, остается еще с Турцией один нерешенный вопрос, это по поводу одобрения вступления Швеции в НАТО. Вы знаете эту затянувшуюся историю. Соединенные Штаты считают, что Швеция все сделала необходимое, максимум возможного для того, чтобы удовлетворить требования, которые выдвинула ей Турция для согласия на вступление Швеции в НАТО. И теперь, значит, Швеция, Эрдоган лично пообещал, что вопрос решен, должно это произойти вот осенью, наступающей осенью, вернее, уже наступившей осенью. Так что американцы не опасаются. Я, в общем-то, более осторожно отношусь к этому вопросу, поскольку Эрдоган человек непростой, Восток, как говорится, дело тонкое, он наверняка, я опасаюсь, что он наверняка начнет разыгрывать обиду, но он наплел настолько сложную паутину вот всех этих взаимоотношений, когда две стороны в войне, мир разделился, на стороне Украины большинство, а Турция где-то посередине, вот это она все плетет, политические какие-то интриги, с другой стороны, цинично кует бабки на этом деле. И как бы так ни случилась ситуация, что он совсем заиграется. Но будем посмотреть. То есть последний инсайт, который я слышал, состоял в том, что Анкара очень просила Соединенные Штаты Америки, чтобы они не загоняли в угол. Не загоняли в угол в том смысле, что Соединенные Штаты твердо поставили вопрос, что зерновая сделка, то есть поставки зерна украинского должны быть возобновлены, то ли по-хорошему, то ли по-плохому, как это делают американские полицейские, иногда говорят, we can do it easy or we can do it hard. Турция просила не загонять ее в угол, Эрдоган обещал, что он договорится с Путиным, он договаривается, пока не получается. Но вот видите, при помощи британских самолетов украинские ракеты уже вступили в действие и начали обеспечивать безопасность этого конвоя. Посмотрим, что будет дальше. Ну, по-моему, помимо Турции, Финляндия. Финляндия в список, в этот черный список попала целая сеть. И названы, по крайней мере, вот в том, что утекло пока в печать, 3 финские компании, которые участвовали в поставке электроники, микроэлектроники в Россию, которая может быть применена для производства российских ракет и других систем вооружений. Достаточно сильный удар нанесен по целому ряду юридических лиц Российской Федерации. Туда попали под санкции группа «АвтоВАЗ», группа «ГАЗ». Они и так на ладан дышат, а теперь не знаю, что они будут делать. Затем введены санкции против одного из крупнейших российских производителей меди. Это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что медь является необходимым компонентом для производства снарядов. Я помню, был период, я сам любитель пострелять, в тире время от времени хожу, и вот во время ковида вдруг все исчезло, то есть патроны исчезли. И потом, как оказалось, они исчезли в связи с тем, что нарушились цепочки поставок меди по всему миру, и практически все крупнейшие производители, вот в Соединенных Штатах крупнейших, вернее, на американском континенте, один из крупнейших производителей является мексиканская фирма Агила, то есть она просто упала. То же самое касается британских, вернее, касалось британских производителей, немецких производителей. Так что давно пора было наложить костлявую руку смерти на российскую добывающую промышленность, вообще промышленность, связанная с производством нефти, это как раз вот производство тех снарядов, которые собирается нарастить Россия. Второе событие, которое, признаться, меня повеселило сегодня,
Это просьба картофельного фюрера к кремлевскому нанофюреру подключить его к мощному союзу с Северной Кореей. Вот первая мысль, которая мне пришла. Все-таки авторитарный режим, он хорош для противников этого режима, и он плох для людей, которые живут в нем, потому что, ну, смотрите, что получается. Понятно, что Путин пошел на эту сделку, на эту встречу с Кимом для того, что отчаянно нужны боеприпасы. Но пропагандистские российские каналы все это так преподнесли, как величайший стратегический ход планетарного масштаба, который перекраивает карты мира. Ну и ему же и так докладывают, и государственные средства массовой информации, другие подконтрольные, также все это интерпретируют, и кремлевский нанофюрер начинает сам в это верить, начинает дальше работать более упорно в этом направлении, и в результате ситуация только углубляется. А соседний картофельный фюрер, читая эту всю информацию, думает, может, там действительно какой-то стратегический план задумать. И он лезет туда же. Он лезет, хочет превратить дуэт двух опущенных в трио трех опущенных. Вот на кой черт это нужно Лукашенко, и зачем это Белоруссии, Великий Союз с Северной Кореей, вот этого я понять никак не могу. Тем более, что со стороны Пекина есть данные, возрастающая активность двух вассалов в лице Северной Кореи и, значит, Российской Федерации вызывает там растущее неудовольствие. Вот на этом я хотел бы с вами остановиться. Но сначала, то есть мы давно с вами не говорили о Китае, а там есть в последнее время появилась масса интересных для обсуждения вещей. Первое. Не так давно и навсегда, судя по всему, исчез министр иностранных дел Циньган, который бывший посол Китая в Соединенных Штатах. Он сначала вообще исчез, как бы был изъят из информационного пространства страны, значит, всего мира. Но потом, как бы так, его вернули, но не явно, то есть не физически его вернули в общественный оборот, так сказать, информационный, а упоминания о нем оставили. Сначала их все стерли. Ну и теперь нечто подобное произошло с министром обороны Ли Шанфу. А в промежутке между этими двумя событиями, которые произошли, ну, примерно разница 2 месяца, были уволены два очень высокопоставленных командира, военачальника, управляющие ракетами стратегического назначения. То есть это святая святых оборонной мощи любого государства, у которого есть баллистические ракеты. Там могут быть разные интерпретации, как называются должности конкретно этих двух людей. Но так можно сказать, что это один настоящий, вот тот, который в последнее время занимал должность заместителя или помощника командующего стратегическими силами, и предыдущего помощника. Но и в связи с этим все по-прежнему люди думают, что происходит, аналитики задают себя этим вопросом. Что касается военных, вот предыдущих военных, то решили, что, скорее всего, речь идет о коррупции. Коррупции, связанной с закупками, со строительством, то есть такое впечатление, что в Китае воруют в оборонной области примерно так же, как и, скажем, в Российской Федерации. В этом, в общем-то, я сомневаюсь, что действительно вот так речь шла. Не укладывается у меня в голове, что в государстве, где за коррупцию расстреливают, причем в обороне, в системе обороны, да еще в стратегических силах, я просто не могу в это поверить, но бог с ним. Посмотрим. А вот что касается исчезновения министра иностранных дел, а теперь Ли Шанфу, то тут есть какой-то интересный момент, на который аналитики почему-то до сих пор не обратили внимания. Дело в том, что вот практически одновременно с исчезновением министра иностранных дел Циньгана пока еще бушевал вопрос, а где он, потом он исчез, а почему, или так оценивали это с точки зрения предыдущих
аналогичных событий еще со времен Мао Цзэдуна. То есть так исчезали люди, которые становились идеологическими врагами государства, или на них навешивали всевозможные ярлыки политические, как отщепенцев, отклонившихся от роли партии, там банда четырех и так далее. Но, значит, практически одновременно был принят в Китае беспрецедентный закон о борьбе со шпионами внутри страны. И он был настолько драконовский, то есть Китай его так, во всяком случае, расценили, что правительственные пропагандисты в течение, значит, некоторого времени настойчиво объясняли китайским гражданам о том, что это очень необходимо, что их, рядовых граждан, это никак не коснется, но надо наводить порядок. То есть никакого фанатизма, пришло время. И вот вопрос, почему пришло время? И тут исчезновение министра иностранных дел при очень странных обстоятельствах. Ну, можно было бы, в конце концов, просто снять. Можно было бы, окей, там, коррупция, допустим, с теми же генералами коррупция, но предать суду, посадить или расстрелять в крайнем случае. В Китае такое было и имеет место быть и сейчас. И, так сказать, для страстки остальных коррупционеров, почему бы так не сделать? Думали, что, может быть, министр иностранных дел был уволен с какой-то там аморалкой в личной жизни. Ну, тоже так, какое-то такое странное объяснение. А вот у меня лично появилось мнение такое, вернее, подозрение. Ежели он был китайским послом в Соединенных Штатах Америки, причем он хорошо относился к Соединенным Штатам Америки, и взгляды у него были более, они даже в конфликте были между, в отношении оценки взаимоотношений Китая и США с действующим, то Цинган, будущим послом, он был как бы более либерален и более благосклонно относившийся человек в отношении к Америке, чем действующий министр иностранных дел, который сейчас поднялся там стал главным архитектором внешней политики Китая, Ван И. Так вот, у меня появилось такое подозрение, а не связан ли новый закон, совпавший со снятием, вернее, с исчезновением Цингана, не связано ли это с каким-то шпионским делом, то ли реальным, то есть, может быть, он действительно что-то сказал, что потом стало известно службе безопасности Китая и расценено как предательство или как шпионаж, или же, может, его подставили, но тем не менее. И вот теперь практически такой же ситуации, такой же антураж, такое же отсутствие объяснений происходит с Ли Шанфу. Вот сегодня он должен был... Почему вот буквально выплеснули все эти новости сегодня? Потому что сегодня он должен был встречаться с министром обороны Вьетнама. И в последнюю минуту китайская сторона сообщила, что этой встречи не будет, сославшись на то, что товарища Ли Шанфу проблемы со здоровьем. Вот то же самое было с Цинганом, министром иностранных дел, когда он исчез из общественного, так сказать, информационного пространства. Интересное развитие событий, будем наблюдать. Но вот это потрясение, а это в Китае рассматривают как потрясение, ну смотрите, 2 месяца исчезновения министра иностранных дел, теперь исчезновение министра обороны, в промежутке такое же исчезновение 2, один из самых высокопоставленных военных в руководстве сил стратегического назначения Китая. Это что-то, то есть идет ли эта чистка в высшем эшелоне китайского руководства, связанная с системой национальной безопасности. Ведь обратите внимание, все они, вот эти четверо, это верхушка системы национальной безопасности в стране, которая наращивает свои вооруженные силы, которая брецает оружием и грозится время от времени захватить Тайвань, которой опасаются американцы, говорят, что надо готовиться к войне с Китаем, и вдруг вот такое это происходит. Это чем-то мне напоминает чистку в руководстве рабоче-крестьянской Красной Армии Советского Союза накануне Второй мировой войны.
которая, когда главные маршалы были расстреляны, и еще сотни высших командиров Красной Армии, что послужило одной из основных причин для решения Гитлера, что надо нападать на эту страну. Они сами себя обезглавили, надо ее брать голыми руками. Ну, а теперь Китай. Китай применительно к Украине, к российской агрессии в Украине. Ну, до сих пор мы знаем, я вам рассказывал об этом, Китай поразил системный кризис. Не просто кризис, а перестало, как считают, растущее количество западных аналитиков, то есть сломалась китайская модель развития. Ну, так ее до сих пор и анализировали с точки зрения экономики, там, где неправильные решения были приняты, которые привели к такой ситуации. А сегодня солидное издание, журнал Time, опубликовало статью под названием «Китай сталкивается со знакомым экономическим спадом, но его кризис Китая усугубляется войной в Украине». То есть китайский вот этот слом моделей и растущее не по дням, а чуть ли не по часам ухудшение состояния китайской экономики и социальной, и политической сферы анализируется с точки зрения агрессии Путина, России против Украины. Упоминается, что Китай, в общем-то, фактически дал зеленый свет на эту агрессию. Мы с вами обсуждали, зачем это было сделано, на что рассчитывал товарищ Си. Получилось, что товарищ Пу не смог этого продемонстрировать, добиться обещанного, и таким образом подвел товарища Си. И в результате, значит, получается, что это сильнейшим образом ударило по экономике Китая. Агрессия России против Китая, против Украины. И здесь, с одной стороны, обман Путина. Путин обманул Си, с другой стороны, Си оказался чайником, который поверил Путину, то есть неверно оценил возможности своего вассала, что тоже свидетельствует о проблемах китайской разведки, хваленной, и китайских аналитиков по России, которые, по идее, уж тесные союзники в течение многих лет должны бы знать Россию не хуже, может быть, и лучше американцев. Кстати, я вам расскажу, вот чем на Западе, как считать, чем отличается китайская разведка от западной, ну, скажем, американской. В американской разведке, да и в любой другой западной разведке есть специальное, значит, агентство, ЦРУ, допустим, или Ми-6, там определенное количество людей, которые занимаются разведдеятельностью. Вот именно они собирают информацию, передают своим аналитикам, те анализируют, и получается аналитический продукт. Китай действует массово, учитывая, что у них 1,5 миллиарда населения. Они все завербованы. Ну, я утрирую, конечно, не все, но очень многие из тех, которых выезжают за границу, кстати, они считаются большими патриотами. То есть завербовать китайца – это как… То есть если раньше в Советском Союзе внешней разведки КГБ завербовать агента американца – это было как слетать на Луну, то завербовать вьетнамца, простите, китайца – это как слетать на Марс или на Венеру. Так вот, и каждый из них, а их тут толпы или орды, где бы он ни находился, то ли студентом, то ли в какой-то лаборатории, в университете, то ли еще где-то, собирает по крупицам информацию, и потом они вот как муравейчики тащат это все в муравейник, то есть в аналитическую службу, где она там находится в Пекине, там ее анализируют и дают готовый продукт. Ну и вот и получается, что при таком миллиардном усилии, в смысле количества людей, которые с этим заняты, вот такая промашка в оценках товарища Си, возможностей товарища Пу. И в результате вот мы имеем страшную ситуацию, которая напоминает, вот как говорят, Япония в конце 80-х. До конца 80-х японское чудо. Люди старшего поколения, возможно, об этом помнят. Молодого, может быть, читали. То есть это одна из быстрейших экономик мира, которая считалась еще чуть-чуть и Америку перегонит. Этот маленький островок. Это было как бы технологическое будущее всего мира. А потом, значит, пузырь лопнул в сфере недвижимости. Вот что сейчас накануне намечается в Китае. По количеству капиталовложений, по количеству, значит, по доле
во внутреннем валовом продукте, и в Японии сейчас в Китае это составляет примерно 30% ВВП. Вот в Японии он рухнул, за ним рухнули банки, и с тех пор идет рецессия. То есть экономика, она не падает, но она не растет. Они с трудом ее поддерживают на медленном огне, вот, чтобы она не перегрелась особо. И не туда движение, и не сюда. То есть считается, что в такой ситуации, допустим, сейчас находится Китай. Я вам цифру только приведу. Нынешний пузырь, который существует в области недвижимости или недвижимости в Китае. 23 миллиона квартир непроданных. То есть они строились, зная, что они не будут куплены. Они продолжают сейчас строиться. И не только квартиры, но и промышленные объекты, там, больницы, школы и так далее. То есть это достаточно, они никогда не будут проданы. Вот этих квартир достаточно для того, чтобы расселить там одномоментно все население Великобритании. Дальше больше, значит, переходит теперь анализ, что же с Украиной, почему Украина и так далее. Потому что есть один фактор, но очень важный, который отличает нынешний опыт Китая по сравнению с японским, и делают коррекцию курса или спасение китайской экономики более сложной задачей. И этот фактор. Си поддерживает войну Путина против Украины. И это считается одной из самых больших ошибок китайской внешней политики за последние полвека. Ошибка не просто то, что там поддержал Путина в агрессии против Украины, а то, что он вообще связался с Путиным. Это вот статья выходит буквально сразу после встречи Путина с Кимом. То есть прикосновение к Путину – это как прикосновение к прокаженному получается. Понимаете? До этого все нормально у Китая, мощнейшее государство было. И на тебе теперь все катится вниз. А что же будет, да, и Корея? Ну, Корея уже катиться дальше некуда. Но куда там лезет Лукашенко? Вот в чем вопрос. Как сказывается агрессия России против Украины на экономическом положении Китая? Китай в значительной степени зависит от импорта. Импортирует нефтепродукты, сырую нефть, продовольствие, топливо, удобрения, цветные металлы. Все это очень сильно пострадало в связи с российской агрессией против Украины. Большая часть украинского зерна в конечном итоге, которое удалось вот по Черноморской зерновой инициативе вывозить из Украины, в конце концов оказывалось в Китае. Теперь Китай страдает и от этого. Продовольственный вопрос Китая – это очень острый вопрос. Ну и китайский экспорт очень пострадал, потому что цепочки нарушены, инфляция во многих странах пошла и так далее. Значит, смотрите, последние данные, что происходит. В структуре китайской внешней торговли Соединенные Штаты имеют 11%. Больше всего имеют страны АСЕАН, страны Ассоциации Юго-Восточной Азии. Это 13%. Россия трубит, как о величайшем прорыве, что удалось увеличить там аж до 200 миллиардов. Эти 200 миллиардов на самом деле это всего лишь 3,6% от всего внешнеторгового оборота Китая. То есть сравните, 3,6% это Россия, 11% это Соединенные Штаты Америки. Значит, Соединенные Штаты Америки последний год намеренно для того, чтобы оказывать давление на Пекин, для того, чтобы Пекин корректировал или сдерживал свою поддержку России, Путину, значит, Соединенные Штаты уменьшали, сокращали импорт из Китая. А это жизненно важная вещь для Китая. Китаю нужно, это вопрос жизни или смерти, нужно экспортировать свои товары в другие страны. Соединенные Штаты немножко отстает Евросоюз, там сейчас неважная в еврозоне экономическое отношение, ситуация. То есть американский рынок никакая Россия не может заменить. Так вот, американцы за последние где-то 6-10 месяцев сократили китайский экспорт в Америку на 25%. То есть в короткий срок на 25%. Раз его нет. Так вот эти 25%, то, что, значит,
Америка отказалась понимать, она равна, то есть сокращение на 25% экспорта в Америку равна всему объему внешней торговли между Китаем и Российской Федерацией. То есть это мелочь совершенная для Китая в экономическом отношении, которая никак не заменяет Соединенные Штаты, не говоря уже Соединенные Штаты плюс Европа. Дальше еще хуже. Китай бурными темпами развивал один пояс, один путь. Вложил в это дело около $1 триллиона. Прежде всего на развитие инфраструктурных объектов, порты, аэродромы, дороги там и так далее. Значит, из этого триллиона 1/3 была вложена в страны Персидского залива. Там все нормально. Высокие цены на нефть, деньги есть, все хорошо. Еще 1/3 было вложено в развивающиеся страны, такие как Египет, Пакистан, в которых сейчас бушует инфляция, как в большинстве стран так называемого глобального юга, в связи с российской агрессией против Украины и как результат нарушившихся цепочек поставок. То есть шансов на то, что вот это 1/3 триллиона каким-то образом вернется к Китаю обратно, близка к нулю. Ну и, наконец, еще 1/3 из триллиона, а если быть точнее, то где-то $291 миллиард вложен в инфраструктурные объекты в Российской Федерации. Номер один страна по получению, вот одна отдельно взятая страна по получению китайских кредитов на инфраструктурные проекты в рамках вот этого амбициозного «Один пояс, один путь». И шансов на то, что Россия их когда-нибудь оплатит, близки к нулю, ну то есть практически ноль. То есть, как оценивают в целом представители западного, вот если взять Гарвардскую школу Кеннеди, а также Кильский институт мировой экономики, значит, а также Всемирный банк, вот согласно их общей оценке, почти 60% внешних займов Китая сейчас предоставлены странам, которые находятся в состоянии долгового кризиса. 60%. В 2010 году таких стран в состоянии долгового кризиса было всего 5% в состоянии Китая. То есть значительная часть этого $1 триллиона, вложенного в проекты «Один путь, один пояс, один путь», была выброшена на ветер. Многие из этих проектов никогда не будут завершены и не принесут никакой отдачи. Китай судорожно пытался и пытается решить этот вопрос как-то иначе. Там сокращаются рынки с Америкой, Европой, Россия никак не может их заменить. И Китай пошел по пути создания альтернативных рынков, новых рынков. Вот этому, в частности, служит БРИКС. Мы с вами обсуждали G20, из которого Китай фактически уходит. Вот тот демарш, который совершил Си, не появившись там, свидетельствует о том, что они поставили практически крест на двадцатки, как на перспективном рынке для Китая, поскольку считается, что там теперь верховодят американцы и склонившиеся в их сторону индийцы. Вот от этого этим объясняется их страстное желание что-то сделать с БРИКСом. Пока в БРИКС входили, ну вы знаете, Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Нужно срочно расширять. Вот приняли решение, и должно быть расширено. Там Аргентина, Индонезия, затем Саудовская Аравия, Эфиопия, Иран, Египет, да? Так вот, значит, если взять эти все новые страны, которые будут присоединены, то их совокупный ВВП составляет всего 11% от ВВП тех стран, которые уже там находятся. То есть вот этот довесок или приобретение вот этих новых стран, оно никак не сыграет важнейшую, скажем так, очень важную роль, серьезную роль в решении проблемы рынков для Китая. Общее, как суммируют аналитики, на которые ссылается журнал The Time, общая ситуация резюме звучит так. Это очень плохая ситуация. Когда все это рухнет, будет очень много пострадавших. Это пострадавшие будут прежде всего союзники
Китая, вернее, вассалы Китая и те, которые решили присоединиться к созданию новой мировой реальности под эгидой Пекина. Вот что значит связываться с Москвой и, значит, анализируя содержание, такой сдержанный, я бы сказал, тон аналитических материалов китайских СМИ по поводу встречи между Пуйки, Путина и Кима. Это свидетельствует о том, что Китай раздражен обоими вассалами. Если туда присоединится еще картофельный фюрер, то недовольство Китая распространится и на него. Общий вывод такой. Значит, баланс сил по-прежнему находится на стороне Украины и ее союзников. Это, конечно, не тот баланс сил, который железобетонный, который может существовать десятилетия, если над ним не работать над ним, над поддержанием этого баланса. Есть и противники. Об этом мы поговорим в следующем видео по поводу тех ожиданий, которые, тревожных, я бы сказал, ожиданий, в связи с приближающимся голосованием в Палате представителей Конгресса США пакета, который в себя включает также пакет помощи Украине. Но пока скажу вам так, что если в целом посмотреть на эту картину, то есть прорвемся, должны прорваться, все должно быть хорошо. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск сегодняшний. Как обычно, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!